Приветствую вас на моем околомузыкальном канале. Я бы обязательно доиграл этот замечательный вальс до конца, но у этого малыша, так называется этот детский аккордеон, ограничен диапазон клавиатуры. Предвижу вопрос, особенно от тех, кто погружен в аккордеонную тему, откуда у этой примитивной игрушки французский разлив? У этого аккордеона при нажатии на одну клавишу открывается одно отверстие, которому соответствует только один звуковой язычок. Точнее, их два. Один работает при растяжении мехов, другой при сжатии. Точно так же устроена губная гармошка. То есть одновременно при нажатии клавиши у этого аккордеона звучит только один голос, а не два и более, как это требуется для того, чтобы был эффект французского разлива. Сейчас я продемонстрирую несложную технологию обработки звука на примере другой популярной мелодии, которую не играет только ленивый аккордеонист. Сейчас я покажу вам принцип формирования этого самого французского разлива. И в конце ролика вы услышите еще один пример звучания. Итак, я записал заранее фрагмент мелодии на микрофон и загрузил его в редактор звука. Вот как он звучит. Вы слышите прямой, плоский, ровный звук, без всяких разливов. Это родное чистое звучание детской игрушки. Делаю сразу 4 копии на 4 разных треках. Если запустить воспроизведение одновременно всех треков, мы услышим исходное звучание, ничем не отличающееся от звучания исходного трека. Эти треки – виртуальные аналоги 4 звуковых язычков, которые звучат при нажатии на одну клавишу настоящего аккордеона, имеющего режим французского разлива. Сейчас наши виртуальные язычки настроены в строгий унисон, их частоты одинаковы. Проделываем следующие манипуляции. Первый трек оставляем без изменений, второй понижаем на несколько центов. Говоря привычными для музыкантов терминами, делаем модуляцию вниз только не на целое число полутонов, а лишь на несколько частей одного полутона. Например, на 20 центов. Цент – это 1/100 часть полутона. Подобно тому, как октава делится на 12 полутонов, один полутон делится на 100 центов. Итак, послушаем, как теперь звучат два голоса вместе – исходный и пониженный. Остальные пока заглушим. Слышите? Появились характерные переливы. Но это еще не французский разлив, а обычный аккордеонный унисон с небольшой расстройкой, который есть на всех более-менее взрослых инструментах. Мы в одном шаге от французского разлива. Займемся третьим треком или язычком. На этот раз повысим его на несколько центов, например, на 25. И слушаем уже 3 трека одновременно. Вот этот звук уже очень похож на французский разлив. Это довольно сложное звуковое колебание, ведь в нем присутствуют 3 основные частоты, 3 разностные частоты, которые воспринимаются как сложные разливы. Кстати, вы замечали, какой красивый и объемный звук у скрипок оркестра, когда они играют в унисон? На самом деле точный унисон в оркестре недостижим. Именно эти небольшие погрешности интонирования придают скрипкам такое волшебное звучание. Именно эту настройку я использовал в примере, который звучит в самом начале ролика. Можете перемотать и послушать. Но мы не останавливаемся на этом. 4-й трек понижаем на октаву вниз. По частоте это в 2 раза или на 50%. Но это было бы слишком просто. Понизим не ровно на октаву, а на октаву с маленьким хвостиком. Например, на 50,5%. Слушаем. Вот исходная дорожка. А вот конечный результат. Пожалуй, достаточно. Конечно же, нужно признать, что это все же суррогатный французский разлив. В реальном инструменте на звук влияют множество факторов, которые мы не учли. Это и резонансные явления в корпусе аккордеона, и влияние неравномерности воздушного потока, и разная степень расстройки язычков в зависимости от высоты звука. Но основные принципы получения французского разлива, думаю, понятны.
Теперь оценим, как такой самодельный французско-нижегородский разлив звучит совместно с оркестром. Оркестровую фонограмму вальса я предварительно приготовил с помощью другой программы. Там я записал партии баса, ударных, ритм гитары, пианино, добавил скрипочек для солидности. Слушаем. Thank you.